Здравствуйте! В этом видео о том, как перестать делать для семьи слишком много. Знаете, есть такая категория людей, которые делают для семьи много, ждут в ответ и не получают столько же хорошего в ответ и, естественно, расстраиваются. И там чаще всего эмоция есть разочарование. Дело в том, что я получила интересный вопрос от зрителя моего канала, от Ольги. Я его сейчас зачитаю и отвечу в этом видео, да, как раз на примере этого вопроса и разберу эту ситуацию. К коротенькому шортсу, да, в котором я рассказывала, что не стоит отвечать взаимностью и играть в отношениях, знаете, в такой пинг-понг. Я тебе мячик бросил хорошего чего-то, и обязательно брось мне в ответ. Что-то вам делают, и вы спешите ответить добром на добро, не потому что вам сейчас это хочется и сейчас это уместно, а потому что вы чувствуете чувство долга. Как будто если я не отвечу, я буду плохим. И в этом видео я рассказала, что так делать в отношениях не нужно. Почему? Потому что вот за пределами дома, не в личной жизни, с чужими людьми или с друзьями, но с кем дистанция подальше, потому что наша семья – это самые близкие к нам, мы же проводим с ними все время, живем в одном помещении, да? Вот с теми, кто подальше, за пределами дома, если хотите отыгрывать хорошего человека, можно играть в пинг-понг. Вам что-то сделали хорошее, обязательно сказать спасибо и постараться тоже ответить добрым делом. Если нравится, да, это можно делать. Почему? Потому что на это хватит сил. Потому что с этими людьми вы не контактируете постоянно. И, соответственно, если вы иногда играете в эту игру пинг-понг взаимности, доброты, и она приносит вам удовольствие, почему нет? Сил-то на это хватит. Но если мы начинаем играть в эту игру пинг-понг взаимности дома, мы просто сойдем с ума. У кого-то из нас, у одного мужа или у жены, силы начнут заканчиваться раньше. Кто-то больше в стрессе живет, например, жена дома, а муж ходит на работу, и у него там какие-то глобальные проблемы, и он в стрессе, и ему некогда сейчас играть в этот пинг-понг взаимности и доброжелательности, потому что он просто, извиняюсь, на работе. А жена дома, она, конечно, тоже устала по-своему, потому что физический труд, домашние дела, рутина, но это немножко другой тип усталости. Да? Дома все равно все более предсказуемо, чем на работе, где над тобой стоит начальник. И, в общем, у кого-то однажды точно сдадут силы, игра в пинг-понг прекратится, а второй, кому мячик не передали доброжелательности и добра, он такой: а что это такое? Нет, я жду, давайте ко мне. Про это было короткое видео, и Ольга меня под ним спросила, что, говорит, вот это прям больная тема для меня, да, игра в пинг-понг этот, делать добро в семью и ждать в ответ от членов семьи того же, делать много. И она пишет: я всегда веду счет, причем несознательно. Все его ведут несознательно, это верно. Как себя от этого отучить? Но я это себе объясняю тем, что реально больше делаю для семьи и не вижу отдачи. И вот я ответила Ольге под ее комментарием, расскажу в этом видео как. Первое. Я строю сейчас гипотезы, потому что каждый случай уникален. Но я расскажу, как обычно, чаще всего бывает, да, как себя отучить. Чтобы отучить, нужно сначала найти глубокую проблему, глубинную. Что там за внутренний конфликт такой, который толкает человека это делать? А мы здесь с вами отчетливо видим сценарий, да, который я писала. Когда член семьи какой-то, муж или жена, больше, чем другие делают. То есть человек вкладывается и ожидает, что другой, второй партнер его тоже будет так же много вкладываться. И он не видит этого и разочаровывается, и расстраивается, и обижается. Смотрите, сколько интересных эмоций я перечислила в рамках одной проблемы. Это все базовые эмоции. И очень важно вот так детально определять еще, какое чувство испытывает. Потому что в зависимости от того, какое конкретно человек испытывает чувство, разные реакции нужно делать. Потому что разочарование – это про одну проблему, и там нужно из чувства реагировать по одному.
Обида про другую ситуацию, проблему, да. То очень важно уметь свои чувства определять. Этому я учу на курсе про чувства и эмоции, а точнее не учу, а даю вам теоретическую необходимую информацию и разбираю каждую конкретно проблему в рамках этого курса, подходящую, да, с человеком, индивидуально даю сама обратную связь и учу стать самому себе психологом и в дальнейшем по моей системе разбирать свои проблемы и, собственно, разбираться в своих чувствах. Итак, женщина проживает этот сценарий, это ее механизм. Вкладываюсь, жду, не получаю, разочаровываюсь. И этот паттерн, как шаблон, повторяется раз за разом. Как отучиться от этого? Для начала предлагаю заметить. Вы этот шаблон проживаете только в рамках своей семьи? Или это вообще шаблон, модель, как вы, как белка в колесе, по одному и тому же сценарию, шаг 1, шаг 2, шаг 3, да, делаете в любых отношениях длительных? Потому что чаще всего, я сейчас разбираю самую широкую, да, вариацию, то, что большинству людей подойдет, чаще всего человек этот паттерн проживает во всех отношениях. Также будет и с подругой. Я для тебя, подруга, стараюсь, все делаю, а ты, блин, мелочь какую-то не можешь сделать для меня. Плохая женщина. Это же будет и на работе, если женщина работает, или мужчина, да. Я все делаю, я тут ему в выходные вышла, и на звонки отвечаю в нерабочее время. Все делаю, а они мне, блин, отпуск не смогли выписать тогда, когда мне нужно. Не вижу отдачи. Я вкладываюсь и не вижу отдачи. Первое, то есть заметить, что это так широко. Чаще всего это так широко. Редко, когда это только в одной сфере отношений, только со семьей. Да. Второе, что я предлагаю делать. Замечать, когда вы снова это делаете, когда вы собираетесь вложиться. Ведь обычно об этом даже и не просят. Обычно человек, кто проживает вот этот шаблон раз за разом, он сам спешит задавать, задарить, заделать, хотя его об этом даже еще не просили. А если вас о чем-то не просили, а вы сами проявили инициативу и сделали это для человека, человек вам вообще ничего не должен взамен. Он же даже не просил об этом, правда? Логично. И, соответственно, замечать и останавливаться с мыслью. Останавливаться через мысль, пока меня не попросили, я не сделаю. И тогда кто-то скажет, ну как же это страшно, ведь тогда вообще мир рухнет. Если я ничего не буду делать в семье вот так много, как я делаю, то моя семья вообще развалится, и все будет плохо, и на работе дела не сделают. Перестаньте брать на себя слишком много. Потому что иначе вы, как ломовая лошадь, тащите все на себе и не получаете благодарности, потому что вы ожидаете ее там, где получить ее невозможно. А человек, который фокусируется на том, чтобы закрыть все дырки, не свои личные, а дырки в отношениях с кем-то, где всегда все пополам, как минимум, на работе там по-другому, может быть, да, но про семью сейчас. И он закрывает и свои дырки, и за мужа жена там все делает, допустим, и для детей больше, чем нужно. В этот момент человек убегает от себя. Это такой способ вырастить себе, знаете, такую осьминожку-восьмиручку, делать много, вот эту суету создать, все для всех. А на себя-то в этот момент человек не смотрит, он себя не замечает. Лучше эту энергию потратьте на себя. Уберите эти 8 ручек, оставьте 2 своих и стройте ими свою жизнь. Потому что когда кажется, например, жене, что когда она делает все для семьи и тащит все на себе, и все старается, что она как будто это делает для себя, на самом деле нет. Она делает это для того, чтобы не замечать в этот момент себя. Что это значит не замечать себя? Может быть, пример женщины, которую вот я сейчас описала, и при этом она может быть красивая, ухоженная, там, на фитнес успевает сходить, прическа у нее каждый день, за телом следит, за одеждой. Она скажет, я все это для себя делаю. А здесь вопрос, когда важный момент, да, отличить, когда я говорю, посмотрите на себя, да, сделайте для себя, имеется в виду не внешнее, а внутреннее. На свой внутренний мир посмотрите, на свои чувства, на свои истинные потребности. А может быть, вы давно всю жизнь мечтали
вообще-то стать известным кондитером. И дома вы печете потрясающие пироги там, и борщи варите. Не только потому, что хотите накормить весь мир, но и потому, что вам вообще очень нравится вкусно готовить. И очень жалко, что мир этого не увидит глобально, а едят это только ваши самые близкие. А у вас, может быть, талант повара пропадает. И женщина, которая на себя не смотрит, соответственно, она не видит свои потребности. А почему? Потому что ей страшно на свои чувства смотреть. Она просто не знает, что с ними делать. Ее никто не научил быть в контакте со своими чувствами. Она их пугается. Она не знает, как реагировать. Когда она испытывает злость, ей кажется, что она плохая. А это не так. Когда иногда она ненавидит своего ребенка или мужа, ей кажется, что она плохая, так не должно быть, сейчас любовь рассыпется. А это не так. На самом деле испытывать ненависть к самым близким иногда это абсолютно нормально. И бояться ее не нужно. И у ненависти есть положительная для нас функция. И если бы эта женщина, многоручка, восьминожка, там, да, осьминожка, научилась быть в контакте со своими чувствами, с каждым из них базовым чувством познакомилась, рассмотрела, как оно у нее, научилась бы конкретным шагам, как на эти чувства реагировать, чтобы их не бояться, тогда она смогла бы внутри там еще и свои потребности заметить. А чего я на самом деле хочу? И тогда у нее пропала бы необходимость занимать вот эту свою большую пустоту в жизни тем, чтобы все время в кого-то или во что-то вкладываться, но по сути не в себя. Курс «Чувства и эмоции. Как ими справляться с ними и управлять ими». Ссылка внизу. Кому интересно подробнее, приходите на лендинг, на сайт, читайте, там все описано. Можно задать вопрос, если что. Канал про отношения. Если вам было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь. Если хотите подискутировать на эту тему, пишите комментарии внизу, но помните, я модерирую все комментарии, я читаю их все лично, поэтому пишите уважительно. За неуважительное обращение я, естественно, блокирую. Здесь есть правила моего сообщества. И до встречи в следующих видео. До свидания.